Всем большой привет! Сегодня у меня на обзоре фольгированные гелевые краски от марки Nail Republic. Покажу вам выкраску. У меня в наличии есть 9 оттенков. Выкрашивать я их буду на прозрачные типсы. Посмотрим, как они все перекрывают. На самом деле я ими уже пользуюсь. Мне эти краски очень нравятся. Часто спрашивают и ищут именно фольгированные гелевые краски. Про эти я не могу сказать ничего плохого, потому что краски сами по себе замечательные. Плотно насыщенные цвета, шикарный блеск у них, девочки. Камера не передает, конечно же, как обычно. Насыщенные, и они, самое главное, что не растаиваются. Они замешаны на прозрачной основе, тонкая перемолотая фольга, которая ложится прекрасно в один слой, нигде не топорщится, не бугрит, не кенгурит. В общем, ведет себя крайне положительно. В дизайнах вообще замечательно, но также может наноситься как и самостоятельное цветное покрытие на ногти. Сейчас посмотрим с вами выкраску всех 9 цветов. Ну и, конечно же, впереди у нас 14 февраля, поэтому после выкраски предлагаю вам посмотреть еще несколько вариантов быстрых скоростных дизайнов, как раз таки с использованием этих замечательных гелевых красок. Итак, поехали. Первый цвет Silver. Обычное светлое серебро, блестит, переливается хорошо. Сейчас посмотрим на типсе. Кисточкой я буду выкрашивать для геля. Типс, потому что очень большой. И растягиваю просто его в очень тонкий слой. Он такой, знаете, маслянистая, что ли, текстура, как такое нежное суфле. Растягивается отлично, ложится тоже прекрасно. И вот так вот он выглядит в один тоненький слой. Конечно же, можно продублировать. Гелевые красочки имеют липкий слой. Обязательно перекрывать их топом, но просыхают они в лампе прекрасно. Серебряный я сушу примерно 1 минуту, а вот цветные лучше просушить 2, чтобы не смазался и точно просох пигмент. Следующий цвет Blush Silver. Это такое серебро слегка с голубым подтоном. Немного отличается от просто серебра и смотрится чуть темнее. Голубой оттенок, он заметен, но не так явно. Также ставлю небольшое количество. Если сейчас видно, вот посмотрите, присутствует легкий голубой подтон. Ставлю каплю и растягиваю в растирочный буквально слой. Достаточно хорошо ложится. Ну, этот бы цвет я бы продублировала, конечно, для того, чтобы появился вот этот вот голубой подтон и стал более выраженным, так сказать. Это в один слой. Просушила, сейчас я его продублирую. Также минимальное количество материала на кисти, вот его практически нет, это я в баночке размешивала, чтобы сделать оттенок понасыщеннее. Вот такая красота получается. Следующий оттенок Lilac. Это такое легкое серебро с фиолетовым подтоном.
Также наношу и распределяю. В принципе, на все краски идентичные, выкрашиваются и ложатся они на типсу одинаково, плотненько и хорошо. Замечательно подходят на дизайны. Я думаю, что и для френча можно использовать. Сейчас показываю. Они как бы вроде дают объем, эти блестяшки. На самом деле они ложатся очень ровно и гладко. Толщины никакой нету. Легко выравнивается топом. Оттенок Violet. Это уже такой прям фиолетовая гель-краска. Насыщенный, глубокий, темный цвет. Точно так же распределение прекрасное. Цвет, сами видите, плотный. Сейчас наношу в один тонкий слой. Ничего также никуда не торчит. Очень плотная пигментированная гелевая краска. Дублировать этот цвет я не буду. Оттенок Минти. Это больше, знаете, девочки, это серебро с очень-очень легким ментоловым таким оттенком, прям еле заметным. Такое серебро в легкую зеленцу, я бы даже сказала. То есть явно тут какого-то преобладающего оттенка цветного нет. Но от обычного серебра он будет отличаться. После выкраски покажу их все вместе, и вы увидите разницу между ними. То же самое, все в один слой, дублировать не буду. Следующий оттенок, я бы сказала, такой ярко-розовый, больше даже розово-бронзовый подтон у краски. И посмотрим также, как она наносится, как она смотрится. Очень красивый, девочки, цвет. На самом деле я говорю, что они наносятся в очень-очень тонкий слой. И самое интересное, что цветные оттенки все, да, фольгированные вот эти частички, они прям цветные, они не серебряные. Вот такой вот оттенок. Следующий оттенок Light Pink. Имеет легкий розовый подтон. Очень деликатное мерцание. Такой, знаете, нежный-принежный. Посмотрите, какая красотень. Оттенок Sandy. Такой бронзатор. Больше похож на бронзовое золото. Кстати, гель-краска густая. Она никуда не стекает, не течет, не падает. Очень удобно будет как прокрашивать полностью, как самостоятельное покрытие, да, так и использовать в дизайне. Потому что наносится плотно, течь никуда не течет. Она не то чтобы даже, девочки, не жидкая. Консистенция у нее прям густая, как густой такой мягкий, податливый мусс. Соответственно, и кисточку, да, для выкраски на ноготь нужно брать мягенькую, потому что жесткая кисть будет этот материал продирать.
Вот такой оттенок. Тоже очень-очень красивый. И 9-й оттенок это Red. Такой прекрасный, я бы сказала, красный, яркий, насыщенный и глубокий оттенок красного. Давайте посмотрим на типсе. Кто-то у меня, кстати, спрашивал по поводу красного фольгированного, вот такого прям, что плотный вот цвет был. Вот это он, девочки. Он прям красный-красный, прям глубокий такой, насыщенный. Наносится в один слой замечательно. Посмотрите, какой насыщенный оттенок. Вот прям рубин-рубин. Очень красиво смотрится. И вот все эти 9 оттенков вместе. Посмотрите, какая красота. Это не светоотражайки, это вот так блестит вот эта фольга. Серебро, кстати, отличается по подтону. На камеру может быть плохо видно, но вживую отличие есть. Сменила фон для того, чтобы вам лучше было видно. Возможно, на этом фоне серебро будет как-то по-другому видно. Фиолетовый фон все-таки на себя забирает немного внимания. С выкраской мы закончили. Давайте теперь перейдем к быстреньким дизайнам ко дню Святого Валентина. Для первого дизайна мне нужна какая-нибудь пластина для стемпинга с буквами. Я выбрала себе вот такой фрагмент. У меня это Мойра 33 пластина. Возьму черный лак для стемпинга и наберу рисунок на подушку. Дальше убрала все лишнее, что мне может помешать. И на 2/3 типса я переношу буквы. Перенесла. И вот здесь один момент хочу остановиться по поводу стемпинга. Если у вас иногда не переносится четко прям, да, какой-то рисунок, особенно вот какие-нибудь тонкие линии, важно, конечно, обращать внимание на пластину на саму и на лак для стемпинга. Но еще, девочки, важно обращать внимание на сам штамп. Подушка может быть хорошей и липкой, и все, но иногда лак забирается, особенно тонкие рисунки, тонкие пластины, лучше на забафленную подушку, нежели на незабафленную подушку. Если у вас что-то идет не так, попробуйте. Вообще лучше иметь, конечно же, 2 подушки для стемпинга, но вы попробуйте и забафлено, и не забафлено, и какой у вас лучше будет получаться. Понятно, что сам перекат мы делаем без давления. Ну, пока я тут с вами разговаривала, у меня подсохла краска. Надо, чтобы она обязательно подсохла. И дальше я беру молочный гель-лак, не принципиально какой, и покрываю полностью еще раз весь наш рисунок полностью, чтобы приглушить вот эти вот буквы, чтобы они ушли у нас как бы на второй план. И просушу. После просушки молочного лака фон я больше дорабатывать не буду, поэтому мне нужно его перекрыть. В моем случае матовым топом. Вы можете перекрывать любым. Я перекрою матовым и еще раз просушу свой фон. На палитру себе выставила черный гель-лак. Ну и так как у нас, собственно, тема, да, День влюбленных, 14 февраля, я буду рисовать сердечки. В принципе, можно рисовать все, что захочется. Ну, мне сегодня хочется сердечки. Я буду их располагать прямо на буквах.
Мне кажется, сердечки рисовать умеют все. Тут ничего сложного нету. Самое главное, чтобы рисунок был тонким. Нам нужен просто черный фон. Очень тоненько я растягиваю теперь вот этот цвет, положила себе, нарисовала точнее рамочку и растягиваю цвет, чтобы все хорошо просохло, не съежилось в один тоненький слой. Добавила к этому большому основному сердечку еще сбоку сердечко, так сказать, парочку сердечку. И хочу еще нарисовать с самой вот верхушки еще одно небольшое сердечко, чтобы не было пустовато, да, на нашем фоне замечательном. На ногте располагайте в зависимости от того, сколько места, какой у вас вообще длины ногти. На коротких достаточно будет и одного сердечка, или двух, но маленьких. Здесь уже варианты. Я добавила там, где мне надо было сердечек, и теперь просушу полную просушку. И теперь хочу сердечки сделать красными, и буду использовать как раз таки красочку под названием Red. И тонким слоем начинаю заполнять все мои вот эти сердечки. Интересно будет смотреться, если вы заполните сердечки изнутри и оставите вот такой легкий тоненький кантик вокруг сердечка черным цветом. То есть будет ощущение, что как будто вы там прям старались и обводили его, да, а на самом деле все гораздо проще. Вот видите, прекрасно все заполняется в один тоненький слой, и уже посмотрите, как блестит. Почему я сделала черным гель-лаком под фон? Потому что, во-первых, чтобы сам фон сделать плотнее, во-вторых, чтобы красный все-таки смотрелся ярче и насыщеннее. Там у нас внизу еще стемпинг с буквами. И плюс еще вот он дает вот этот вот тонкий кантик, вот черный гель-лак. Теперь дает такую тонкую окантовочку всему этому делу. И создает вот такой вот объемчик уже. И таким образом я заполняю все свои элементы. После того, как я просушила, беру средней густоты топ, можно взять и густой, если вы хотите добавить прям объема дизайну. Я хочу, чтобы у меня объем был средний, поэтому и не очень густой топ, да, использую, и вот прям заливаю свои сердечки. Залила сердечки топом, просушила, и вот такой итог получился. Такой, я бы сказала, интересный, стильный дизайн, необычный. И посмотрите, как красиво они прям переливаются. Для следующего дизайна перекрываю в один слой Tips полностью розовый оттенок. И просушу. Дальше буду использовать клей для фольги от Bloom, фойл гель. Его нужно нанести на фон, на гель-лак тонким слоем и просушить 1 минуту. Я буду отпечатывать на весь
типс фольгу. Нанесла, сушу. Пока сохнет мой клей, я подготавливаю фольгу. У меня есть вот такая бензиновая фольга. И обратная сторона, которая для отпечатки, она такая мутная, матовая. Я для того, чтобы она лучше переводилась, всегда салфеткой, смоченной в клинсере, протираю обратную сторону. И делаю это абсолютно с любой фольгой, абсолютно всегда. Тогда фольга отпечатывается всегда лучше. Иногда, особенно не очень дорогих, допустим, алиэкспрессных, каких-то вот у фольги, у разной, да, есть такая сторона, она совсем мутная, иногда бывает коричневая даже, какая-то вот даже непрозрачная, и она совершенно не перепечатывается. Жидкость для снятия липкости хорошо снимает вот этот слой, и тогда фольга будет отпечатываться лучше. Вот я сейчас просушила этот клей и буду наносить на типсу фольгу. Здесь не имеет значения, как она легла, целиком, не целиком. Здесь главное хорошо отжать и пропечатать. И если где-то какой-то заломчик получился, я просто туда кусочком потом ее допечатаю. Здесь ничего страшного нет. Если вам нужна цельная, да, перепечатка какая-то, то тогда, конечно, нужно подогнать под размер типса, может быть, где-то разрезать кусочек фольги, чтобы он ложился без заломчиков, потому что заломчики все-таки будет видно. Мне сейчас в любом случае сверху еще дорабатывать дизайн нужно будет, поэтому мне не принципиально, как это отпечатывается, но в целом даже с заломчиками у меня все пропечаталось достаточно хорошо. Вот где-то, если есть какая-то проплешина, я могу добавить, и фольга также замечательно отпечатывается. Для сплошного перевода фольги, для сплошного покрытия, этот гель я могу рекомендовать. Работает он неплохо. И я снова возвращаюсь к стемпингу. У меня есть пластинка. Здесь такое сердечко с узорами. Можно выбирать вообще любые узоры, смотреться будет хорошо. И я выбираю вот это вот сердечко и буду сейчас переносить полностью на весь типс. Забрала рисунок на штамп. В данный момент я использую забафленный штампик, как вы можете уже увидеть. И на него очень даже четко отпечатывается рисунок. И теперь стараюсь сердечко по центру. Единственное, что да, недостаток этих штампов в том, что особо-то и не видно ничего. Но стараюсь как-то по центру его распределить. И я хочу, чтобы вот эти края у меня были без рисунка, вот такими вот оставались. Добавлять не буду, можно добавить, можно еще раз пропечатать и добавить. Ну, давайте добавим. Взяла еще раз пластинный фрагмент, вот, отпечатала себе полоску, смотрю, где примерно мне нужно добавить рисунок, чтобы он примерно, да, подходил. И допечатываю. Видите, ничего нигде не видно. Давайте еще допечатаем уж самый кончик. Можно уже оставить так, но я хочу доработать этот дизайн как раз таки нашими красочками, раз уж у нас сегодня был на них обзор. Поэтому на данном этапе я свой фон перекрываю опять же матовым топом и просушу в лампе. Осталось доделать сердечко. Сделаю на нем акцент, и вот этой вот розовой красочкой я его заполняю в тонкий слой. Оно будет там блестеть, гореть и переливаться. А фон, соответственно, останется немножечко на втором плане. И как раз таки не выхожу за края стемпинга. Здесь удобно, даже не надо
особо заморачиваться, ровно там рисовать сердечко, то есть оно тут уже готовое. Еще как вариант можно такое сердечко сделать под фон, да, из блестящей, допустим, краски, как подложку, а потом уже заполнить полностью стразами. Будет смотреться, как по мне, так очень даже винтажно и шикарно. И после того, как я заполню сейчас и просушу, я еще раз пройдусь по сердечку топом. Здесь уже, как и в предыдущем дизайне, вы можете проходиться густым, добавлять объема, можете просто пройтись, чтобы закрепить краску, потому что эта краска с липким слоем, и ее, девочки, обязательно нужно закреплять топом. И итоговый результат очень даже симпатично смотрится. И, конечно же, наше сердечко переливается шикарно. Следующий дизайн, опять изначально вернемся к стемпингу. Я выбрала себе вот такой вот принт с маленькими розочками. И сейчас буду использовать два цвета в растяжку и переносить полностью на весь типс. Вот такие два цвета я буду использовать. Бледно-розовый и такой яркий, чуть-чуть покраснее. И нанесу их поочередно, чтобы потом размешать все в градиентик. И снимаю. Переношу на штамп. Вот такие розочки получились. И переношу полностью на типс. У меня здесь не хватает, я добавлю. Мой стемпинг подсох. Теперь я беру молочный гель-лак и прохожусь по стемпингу, сразу же, да, тонирую свой рисунок. Можно пройтись только посередине, а края оставить поярче. Будет смотреться еще интереснее. Я, наверное, так и сделаю. И просушу в лампе. Дальше мне понадобится слайдер какой-нибудь. Я выбрала вот таких вот симпатюль мимимишек. Все-таки у нас такой праздник, День влюбленных. И возьму вот такую вот пандочку с сердечком. И пока у меня сушится молочка, я вырежу слайдер. Чтобы наш мимимишка четче читался и интереснее смотрелся, я беру еще белый лачок и такими штриховыми движениями сделаю себе такой подфон, подмалевочек. Стараюсь, чтобы у меня края вот эти вот были рваненькие. Так просто интереснее будет смотреться. И просушу еще раз. Теперь мой подмалевок готов, и я переношу слайдер, который я уже взяла на штамп, на серединку вот этого белого моего подмалевка. И всю эту красотень я перекрою матовым топом. Очень миленько, мне кажется, симпатичненько, так живенько. И это при всем при том, что совершенно не нужно рисовать. Но так как у нас сегодня обзор был гелевых красок, мы еще доработаем, да, чтобы немножечко поблестеть. Я взяла на бледно-розовую гель-красочку и просто пройдусь по сердечку. Аккуратненько, так тоненько. Не буду делать его слишком объемным. Тоненькой кисточкой. Чтобы добавить блеска. И это сердечко просто потом пройдусь топом. Глянцевым топом, чтобы оно блестело.
При желании можно же еще продублировать кое-какие сердечки, да, у нас они тут уже есть, как бы намеченные, немножечко поставить, буквально парочку штук. Все-таки у нас день влюбленных, сердечек в этот день много не бывает. Я просушу, перекрою эти сердечки глянцевым топом, и дизайн готов. Вот такая милота, милашна у нас получилась. Уверена, что кому-то могут понравиться такие милые дизайны. Вот такой обзор у меня сегодня получился. Пишите обязательно комментарии, понравились ли вам такие дизайны. Может быть, будут вопросы, обязательно задавайте, не стесняйтесь, пишите. Я всем всегда отвечаю. Спасибо за внимание. И, конечно же, до скорых встреч. Обязательно увидимся.